Наш любимый русский драм. Не узнала, почему не узнала? Потому что было дальше. Закончился спектакль. Конечно, впечатление такое, что у меня даже слов нет. Под сильнейшим впечатлением огромный низкий поклон за вашу игру. Русский драм. Любим вас, будем ходить. Значит, у меня совершенно недавно брал интервью один журнал европейский. Здравствуйте, мои хорошие. Тере вам всем из Эстонии, из Таллина. А у нас сегодня творческий такой вечер. Мы идем в театр, в Русский драматический театр, в малый зал. А сегодня спектакль «Враг» в малом зале Русского драматического театра. Легендарно непревзойденный Александр Ивашкевич и Рогачев. Пойдем с огромным удовольствием. Давно в театре не были, очень соскучились. С удовольствием идем. Вот немножко нарядились. Муж одевает костюм. И мы с вами двигаемся. Хотела еще с вами поделиться. Значит, у меня совершенно недавно брал интервью один журнал европейский. Деловой онлайн-журнал для современных и амбициозных женщин в Европе называется Collabo Woman. Может быть, слышали? Вот. И, значит, там вышла статья про блогеров, и у меня тоже брали интервью. И здесь вот оставлю ссылочку в описании. Можно почитать со мной вот это интервью. Вот так выглядит этот онлайн-журнал Collabo Woman. Деловой онлайн-журнал для современных амбициозных. Посчитали меня такой. Здесь вот и инвестиции, бренд месяца, личностный рост, бизнес, стиль жизни, красота, здоровье, мероприятия. И вот в разделе здесь бизнес, маркетинг, в этой как бы рубрике кейса называется. Вот здесь как раз блогеры из Европы раскрыли секреты заработков. Вот как раз про это. Что это полноценная профессия со множеством вариантов монетизации. На чем зарабатывают блогеры? На рекламе. Здесь разные блогеры, не только я. Вот здесь была из Эстонии еще девушка, мотоблогер, очень красивая, она Инстаграм ведет. И вот ваша покорная слуга Эстонии Яна. И здесь вот тоже были вопросы, ответы на вопросы, как давно ведешь блог, на какую тему, на каких площадках, там, откуда приходят заработки и так далее. И о чем снимаешь, и планы на 26-й год, как долго пришлось вести блог, вот откуда приходят доходы и планы. И, в общем, ну, такая вот статья. Кому интересно, почитайте, оставлю ссылочку в описании. Про блогерство, что это полноценная профессия. Здесь в основном про монетизацию, про зарплаты, про деньги, про доходы, вот, на чем зарабатывают блогеры и так далее. То есть оставлю вам ссылочку в описании. Было очень приятно поработать с ними. Ну, вот, так что. А сегодня, да, вот идем в театр. Все идем, втроем идем. Кристина тоже одевает нарядное платье. Едем. Русский драм. Прям, знаете, вот этот запах там и все. Обожаю наш русский драм. Так, мы сначала, конечно, в буфет. Жаль, что придется переобуваться. Такие морозы, не побежишь на каблуках. Мы до последнего в туфлях ездили, пока еще, знаете, даже в ноябре еще можно в туфлях там раз-раз. А сейчас уже, конечно, такие морозы, придется все брать с собой. Так что нам хорошего вечера. Мы на месте. Наш любимый русский драм. Кстати, скоро премьера «Дон Кихот». Мы на месте в своем любимом театре. Театр у кого? С чего начинается у нас? С буфета, помните? Да? Наш театр начинается всегда с буфета.
Это уже традиция. Многолетняя, многоразовая. Так, что у тебя здесь? Нет, уже нет, я вот Да, интересуюсь. было шампанское 9, стало 10, кстати, евро. Я люблю вот это Турли Макус, очень хорошее. Апельсино пирожное будет и сок апельсиновый. А мы по шампанскому. А Кристине пирожное, апельсиновый сок. Шампанское. А муж решил взять вино красное. Итак, Зал еще пока здесь, я имею в виду буфет, еще пока свободен, потому что сколько мы раз с вами приходили, как здесь всегда полный он. Сегодня, может быть, вообще только малый зал. Ай, Кристине нравится. Чек. 27. А чек на 27 евро. Шампанское 10, 7,50 красное вино. Можно я покажу? Бокал красного. 120 мл. Девушка в баре такая приятная. Говорит, что на первый день такая очаровательная. У нее все очень хорошо получается на улице. А ваше здоровье? Чтобы у вас все было хорошо. Я научилась в барах не есть, но пить. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Надо меньше есть и больше пить. От мужчины, запомните лайфхак. Сегодня здесь все по-другому, слушайте. Здравствуйте. Пожалуйста. А, так мы же здесь в аэропорту. спасибо большое. Да, спасибо. Пассажиров, прибывших из Гонконга, вылетающих в Дюссельдорф рейсом номер 5508 с желтыми пластиковыми карточками. Boarding for passengers with yellow plastic card traveling from Hong Kong Мы с вами в театре. on the flight number 550. В зале ожидания. На посадку идем. Представляете, как обыграно все? Вот это да. Посадочные талоны выдали. С мужем. Меня, конечно, несколько покоробило, что мужа приглашает на деловые завтраки. Но я был рад, что она неожиданно меня вспомнил. Вспомнил, но не узнала. Почему не узнала? Потому что было дальше. Он спросил, как поживает моя жена. Жена? Моя жена, представляете? И придумал еще лучше, я сказал, что у нее все в порядке, она не со мной. Спасибо. Закончился спектакль. Конечно, впечатление такое, что у меня даже слов нет совершенно. Во-первых, как все подано. Посадочные талоны, мы как будто бы в зале ожидания в аэропорту. И там, ну до чего, вещь очень сильная и вещь очень сложная, я бы сказала. Да, сложная. Хочется теперь ее прочитать. Даже сделано было по мотивам. Игра, у меня, конечно, нет слов. Ивашкевич, Рогачев, но я не знаю, что лучше. Это вообще просто. Но низкий поклон и огромное спасибо. Прямо забыли, где находимся. Что мы вообще в Таллине, что надо идти домой. И я как-то вообще не хочу никуда уходить.
Мне хочется разобраться вообще. И мне кажется, мы в аэропорту, почему мы в каком-то театре. Но совершенно, конечно. Я заметила, что вот эти спектакли в малом зале, они намного сильнее, намного больше впечатлений на меня лично как-то оказывают, чем вот я в зале. Когда я в театре, в большом зале, я знаю, что я в театре. Сейчас антракт, мы пошли, а здесь как-то я вообще забываю, где и чего я. И вышли сейчас, и я очень удивилась, что мы не в аэропорту, и как-то такое вообще. И посадочные талоны, и проверяющие, и что-то настолько обыграно, конечно, все, что под сильнейшим впечатлением. Огромный низкий поклон за вашу игру. Русский драм. Любим вас, будем ходить. Встретили нашу замечательную, очаровательную зрительницу. Она тоже подошла, красивая девушка очень. Да, очень приятно, спасибо, что подходите. В общем, мы под впечатлением, у меня даже как-то так, голова кругом. Но если кто-то не ходил на «Враг», в малый зал, в русский драм, я вам настоятельно рекомендую. Просто прошу вас, сходите, посмотрите, вы будете в восторге. Серьезно. Площадь Свободы, вечерний Таллин, наш любимый русский драм. Мы с ним прощаемся, но ненадолго. Ой, прекрасно, прекрасно. Браво, браво артистам. Любим вас, обожаем. Будем еще ходить. Мы уже дома. Не поехали ни в какой ни ресторан, никуда. Рабочая неделя. Завтра Кристину надо будет вести к ортодонту. Завтра пропадает практика. Врач, в общем, да. Под впечатлением будем сейчас делиться, говорить, обсуждать, спорить и так далее. В каждом из нас живет враг. В общем, я пошла думать думу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ходите в театр, ходите в русский драм, ходите. Это прекрасно. Это прекрасно. Всем пока. Пошла думать. До следующего видео.